Сегодня мы путешествуем с турагентством Spiridon Tour. И без всякого преувеличения могу сказать, что это интересное агентство. И интересно оно нам не только возможностью предоставления экскурсий на русском языке. Основатель агентства – чудесный мужчина по имени Спиридон, приехавший на Крит с острова Корфу, активно участвует в созданных им экскурсионных программах. И у него есть настоящий талант веселить и развлекать гостей острова. Поэтому приготовьтесь к тому, что вы будете учиться петь греческие песни и обязательно узнаете, как правильно танцевать греческие сиртаки. А может быть, даже и попробуете это делать вместе со Спиридоном. Мы направляемся в город Элунда, чтобы там сесть на маленький кораблик и двинуться в сторону острова Спиналонга, самого загадочного и драматичного острова в истории Греции. Мы все еще находимся в северной части Крита, поэтому в полную силу ощущаем летний морской бриз, достаточно сильный ветер с моря, который очень бойко качает нашу лодку, обдавая нас свежими брызгами. Нашему гиду-затейнику Спиридону помогает русскоговорящий экскурсовод Татьяна, и тут лично меня ждало достаточно большое разочарование, потому что тот образный и богатый язык, та невероятно интересная историческая палитра, которую я слышала в рассказе Спиридона, безбожно урезались до куцых и пустых предложений при переводе на русский. То ли настроения не было у Татьяны, то ли желания, но и ее рассказы, и ее отношения в процессе всей поездки были далеки от тех, которые хотелось бы видеть. Остров Спиналонга когда-то был частью крупного и хорошо укрепленного города Олус, который активно сотрудничал с Кносом и Родосом. Но после крупного землетрясения во II веке нашей эры город практически полностью ушел под воду. Венецианцы в эпоху своего господства на острове Крит умело использовали эту ситуацию и отделили узкий мыс полуострова небольшим проливом, укрепив получившийся маленький островок мощной крепостью, построенной на месте древнего Акрополя. Надо сказать, что форпост прекрасно справлялся со своей задачей, потому что турки, завоевавшие остров Крит в 1649 году, смогли овладеть Спиналонгой только в 1715. В 1903 году началась иная, самая странная и ужасающая страница истории этого острова. Он стал большим лепрозорием, сначала только для жителей Крита, а позже и для всей Греции и даже некоторых европейских стран. Странным это кажется потому, что уже в 1873 году Герхард Хансен открыл возбудитель проказы, что сделало возможным, правда, ближе к середине 20 века ее лечение. Но расцвет проказы пришелся на XIII век, когда в Европе насчитывалось около 19 тысяч лепрозориев, являвшихся, по сути, карантинными зонами, которые отделяли больных людей от здоровых, но никак не способствовали их исцелению. Возник даже особый литургический обряд ритуальных похорон живых людей, страдавших проказой, согласно которому прокаженный переходил в статус мертвеца. Над ним совершалась символическая погребальная церемония, после чего он изолировался от людей. Кроме того, такой человек получал специальную одежду прокаженного, полностью скрывавшую и лицо, и тело, а также трещотку или колокольчик, чтобы громкими звуками заранее извещать людей о своем приближении.
Хотели ли власти Крита выкурить остатки турецких войск, которые все еще удерживали Спинолонгу, или у них на это были другие причины, но остров становится большим лепрозорием. Первые пациенты этого лепрозория жили в достаточно сложных условиях на крайне скромное пособие, которое им выплачивало государство. Небольшие каменные домики больше похожи на трущобы, чем на полноценное жилье. Но жизнь всегда рано или поздно выравнивает любую несправедливость. Болезнь коснулась и знатных людей с хорошим достатком. Стремясь сделать свое изгнание более комфортным, они стали благоустраивать остров и позаботились о том, чтобы жизнь на нем стала более цивилизованной. Правда, не обошлось без героя, того, кто возглавил перемены и вдохнул жизнь в людей, которые давно уже потеряли надежду и веру в будущее. Героя звали Эпоминондос Ремундакис, и он начал с поднятия боевого духа островитян, организуя праздники в памятные для греков даты. Ремундакис организует общественную уборку, строит окружную дорогу, находит врача для стоматологической клиники, который переезжает на остров, устанавливает на острове электрический генератор, так что Спинолонга получает свое первое электричество даже раньше, чем материковый Крит. Благодаря Ремундакису на острове появляется театр и кинематограф, парикмахерское и кафе, организуется школа и даже издается юмористический журнал. Из громкоговорителей на улицах звучит классическая музыка, начинают регистрироваться браки, рождаются дети. Не забывает Ремундакис и о вере, восстанавливая празднование Пасхи с крестными ходами. Возвращается к жизни византийская церковь святого Пантелеймона, христианского святого, который при жизни был безмездным врачом, что весьма символично, ибо надеяться на исцеление в отсутствии изобретенного лекарства можно было только в качестве чуда. На противоположной стороне острова, кстати, можно увидеть более древний храм, построенный в начале XVII века. И он очень необычный. И без того маленькое помещение храма Святого Георгия разделено на две части. В одной служились католические мессы, в другой шли православные службы. Удивительное единство в Боге, вопреки такому привычному людскому желанию выяснить, чья вера более правильная. В православной части церкви мы видим очень необычную икону. Это практически список Сикстинской Мадонны Рафаэля, только внешность Мадонны и младенца здесь получила свой национальный колорит. Кто был художником-иконописцем и каким образом он узнал о Сикстинской Мадонне – интересные вопросы, на которые у меня пока нет ответов. Погода на острове не сахар. Ближе к берегу настолько сильный ветер, что я с трудом держу камеру. Он буквально выдергивает у меня ее из рук. А за своей бейсболкой мне уже пришлось побегать по каменистым насыпям острова. В 1957 году последние жители покидают остров. Проказа официально побеждена, лекарство найдено. Но остается память. Детей, которые рождались здоровыми, были отняты от родителей в младенчестве и отвозились на Крит. Стариков, которые не захотели покидать остров и готовы были питаться ящерицами и колючками, лишь бы не уезжать с него. Историю острова подхватила английская писательница Виктория Хислоп и озвучила ее в своем романе «Остров». Книга быстро стала бестселлером, по которому был снят телесериал. История, в очередной раз сделав круг, воплотилась в мифы, рассказы и романтизированные фантазии, заставляя нас думать о чем-то важном, вневременном и глобальном.